Слава Украине! Привет, от Полонского. Ребята, продолжается цирк с возможным подписанием договора между Украиной и США о добыче наших полезных ископаемых. И не только. Но интересно, что сейчас этот договор, как говорят в газете Financial Times, что этот договор, испытывает определенные трудности, точнее его будущее подписание под сомнением. И кто делает проблемы, делают проблемы как раз американцы. Об этом говорят и наши. Итак, дело в том, что в конечном варианте договора, то, о чем я вам уже говорил, учтены все наши замечания. Ну, просто потому, что иначе не может быть. Иначе это какой-то идиотский кабальный договор из Африки 19 века. Мы передаем им все, взамен не получаем совершенно ничего. Они грабят нас как хотят, значит, измываются, делают, что хотят. А мы только можем сопли вытирать. Ну, это так он выглядел с их точки зрения. Вот. Сейчас договор превратился в нормальный инвестиционный документ. Да, краеугольные моменты, которые всех волновали. Никакого долга Украины перед Соединенными Штатами нет и быть не может. Это самое первое. Дальше, ничего в собственность Соединенным Штатам не передается. Это тоже очень важно. Дальше, договор совершенно не касается уже действующих проектов. То есть, если вы хотите что-то, куда-то вкладывать деньги и где-то в чем-то участвовать, что вы делаете? Вы берете свое баблище и туда вкладываете. Кстати, это может быть новая, еще раз повторяю, это может быть военная помощь. Да, она будет учитываться. То же, что было дано при дедушке Байдене, то, что шло как подарунок или как грант, это то же самое. Это не учитывается. Вот это очень важные моменты. Дальше. Управление этим фондом раньше было американским, наши там были номинально, сейчас паритетное. Следующий момент. Договор был бессрочным по американской версии. То есть они навсегда просто забирали у нас все, что есть, делали из нас гостей на нашей земле. Все принадлежит им, а вы пошли вон. Вот так вот. И навсегда. Навсегда. И ваши внуки, и наши дети. Сейчас договор имеет строго обусловленный сроки действия этого дела и может быть расторгнут каждой из сторон в случае, если она считает его для себя невыгодным. И вот на этот вариант как раз американцы, судя по всему, и окрысились. Об этом и пишет Financial Times. То есть их что-то здесь уже не устраивает. Не устраивает, идите гуляйте, все, что я могу сказать. Если не устраивает, нас тоже что-то не устраивает. Вот и все. Это наши земли, это наши полезные ископаемые, это наше все. То есть, кстати, да, они же хотели запустить лапу в нашу газотранспортную систему, в наши порты и так далее, и так далее. Ничего этого там нет. Вот, хотите запустить лапу в порты, это не вопрос. Постройте новый порт. Постройте новый порт, и будет вам счастье. Вот туда вы лапу запустите 50 на 50. Еще интересный момент, что первые годы консорциум, который будет создаваться, я его так условно называю, не сможет выводить деньги с Украины, а сможет только реинвестировать. Это очень, кстати, правильно делать. Так индусы всегда делают. Когда ты получаешь какую-то прибыль с каких-то своих предприятий в Индии, ты, конечно, можешь там эти рупии получить, и т.д. и т.п. Это российцы с этим столкнулись, но как результат они, что у них получается, деньги эти рупии с Индии вывести в результате нельзя. Их можно только реинвестировать там же в Индии и получать и дальше помощь, получать и дальше, значит, какую-то прибыль в рупиях, которую вывести будет нельзя. Вот, собственно говоря, и все. Вот таким вот образом оно будет и у нас. На какой срок будет нельзя вывести деньги, я еще пока не буду говорить. Вообще непонятно, будет ли этот договор каким-то образом подписан или нет. Но, судя по тому, что наша команда, я имею в виду те, кто проработали, я еще говорил сразу, что наша команда там такая, что она умоет кого хочешь. Они умыли, они сделали, они просто красавчики, они проделали шикарную работу и умыли американцев как хотели. Значит, там была экономическая часть и юридическая часть. Юридическая часть были наняты специально обученные люди этим вопросам. И, в общем-то говоря, сделали договор, скажем так, из кабального они сделали его обоюдоинтересным, потому что нет и не может быть договора, который неудобен, неинтересен,
обоим партнерам. А зачем такой договор нужен? Он должен быть интересен и выгоден обоим. Если для одного партнера это выгода, а для другого это грабеж, это говорит о том, что следующее пришедшее правительство это к чертовой матери все со скандалом разорвет, даст хорошего копняка под зад, и вот этот вот наглый партнер, который к тебе залез туда шарить по твоим карманам без всякого повода, просто вылетит из страны, как пробка из бутылки. Вот, собственно говоря, чем это закончится. Поэтому в любом случае вот этот африканский вариант не прошел бы. Вот. Но американцы хотели его протащить, и сейчас, видимо, еще будут пытаться протащить. Ну, вот. Но единственное, что я скажу, что, знаете, что где сядешь, это ровно в том месте и слезешь.